Друзья, всех приветствую на своем канале, и сегодня я расскажу вам, как делал комнату, в которой будет очень много всего. Кипа книг, много разной посуды и большое количество предметов быта. Для этой работы мне потребовалось много дерева, такие рейки разных размеров, и листовой материал — это бальса, шпон и еще бальса. Это будет основная заготовка для изготовления мебели. Лист бальса покрываю клеем ПВА. Делаю прослойку из тонкого листа шпона. Обильно наношу клей на второй лист бальсы и накрываю им шпон, чтобы получился такой сэндвич из дерева. На эту заготовку по всей длине кладу рейки, очень важно прижать ее, чтобы она была ровной, притягиваю струбциной к столу. Но началась эта работа еще задолго до заготовки и покупки материала. Для начала я просто от руки перерисовал план квартиры из фильма «Ирония судьбы», чтобы понимать, где находится та самая комната. И уже дальше начертил ее, выяснил, какой размер у комнаты, и приступил к измерению всего остального. Самым стандартным предметом мебели была кровать, разделил ее размер на 12, получил необходимый мне и начал измерять все остальное. Было важно определить размеры только основных частей комнаты, и уже отталкиваясь от них, в моем случае от кровати, я определил размеры всего остального. 3 вот такие заготовки я сделал и приступил к изготовлению мебели. Этот материал достаточно легко режется обычным ножом, а мне предстоит изготовить очень много мебели, поэтому я выбрал именно его. Начал с самой центральной части стола. Для начала просто вырезал столешницу из этого листа и обработал ее вот такой абразивной пилкой. Чтобы избежать даже малейшей изгибы, необходимо соблюдать технологию, так как она есть на самом деле. Из реек выпиливаю 4 вот такие заготовки и после склеиваю их в прямоугольник. Это будет подстолье, обильно наношу на него клей и приклеиваю к столешнице. Детали, конечно же, необходимо нагрузить, чтобы они соединились ровно. И остаются последние части, 4 вот такие палки, намазываю со всех сторон клеем, и это будут ножки стола. Стол, самая центральная часть комнаты, готов. Дальше идет кровать. Для удобства ее постройки я сделал каркас из вот таких толстых реек. Склеив их между собой, также вот в такой прямоугольник. Дальше из 1,5-миллиметровой бальсы нарезаю вот такие дощечки. И обклеиваю ими каркас. Получается вот такой забор. Срезаю все лишнее после того, как высох клей, и заготавливаю 2 тонкие ровные детали. Это будут боковые части кровати. Дальше вырезаю переднюю и заднюю спинки. Сверху приклеиваю вот такую планку, которая слегка выпирает, и соединяю все с основной частью. И почти на всех этапах сборки мебели приходилось искать способы, как это все прижать, чтобы мебель была ровной. Универсальной шпаклевкой компенсирую недостатки своей сборки. Вот из такой круглой палочки сделаю ножки для кровати, обтачиваю их до, так скажем, конусообразного состояния. Лучше это делать с помощью шуруповерта. Обрезав их под углом, приклеиваю к кровати, чтобы ножки слегка торчали в разные стороны. На этом кровать готова. Третий главный предмет мебели — это шкаф. У меня не было его размеров, и я определил их, просто сопоставив его с ростом человека. Вырезав заднюю стенку, приклеиваю на нее 3 вот такие планки, чтобы этот лист не изогнуло. А впереди приклеиваю толстые рейки снизу и сверху. Для того, чтобы к ним приклеить вот эти боковые части шкафа. Не стыкую листы друг с другом, они держатся только на рейках.
И после в этот образовавшийся промежуток вклеиваю тонкую палочку по всей длине и притягиваю ее скотчем. Дальше идет крыша шкафа и основная конструкция готова. Вырезал вот такие 3 полочки и из круглой палки сделал кругляшки. Это будут ручки. Устанавливаю нижнюю полку, пока что без клея, позиционирую ее на своем месте таким образом, чтобы все детали ниже нее, двери, планка внизу состыковались ровно. Образовавшиеся изгибы можно компенсировать струбциной, чтобы все было ровно и параллельно. Убедившись, что все детали стыкуются ровно, вклеиваю двери, одна будет приоткрыта и приклеиваю на них ручки. Устанавливаю оставшиеся полки, руководствуясь пословицей «7 раз отмерь, 1 раз шкаф готов». Выпиливаю небольшой квадрат и слегка закругляю его углы о наждачную бумагу. Это будет столик чуть ниже основного, также под углом отрезал для него круглые ножки и вклеиваю их. Получается вот такая большая табуретка. Кстати, о них. Измеряю размеры обычной табуретки. Делю размер, разумеется, на 12, после центрую положение ножек. Получаются 2 вот такие заготовки, и ножки у табуреток будут так же круглыми, как и у маленького столика. Всего сделал 2 вот такие табуретки. И еще будет 3 модных стула, спинка которых слегка выше стола. Из тонких реек нарезаю заготовки для этих стульев. Из них делаю половинки стула вот такой формы. Дальше с помощью такой же тонкой рейки эти половинки соединяю между собой. Сиденье и спинка будут мягкими, поэтому приклеиваю под них как бы основание из вот таких тонких досок на нижнюю часть стула и сзади спинки. После высыхания клея откусываю все лишнее, и получаются 3 вот таких каркаса. Мягкие части буду делать из пеноплекса. Вырезаю небольшой квадратик по размеру сидения. После обрезаю его по толщине, чтобы сиденье было не слишком высоким. Аккуратно обрабатываю эти заготовки о достаточно грубую наждачную бумагу, скругляя все края. И примеряю мягкие детали к стулу, пока что не приклеивая их. Также из пеноплекса вырезаю большой прямоугольник и делаю из него мягкую часть для кровати. Вот такая бархатная фактура получается за счет грубой наждачной бумаги. Окно оказалось самым сложным в измерении размера, пришлось примерять, разделять, вычитать, чтобы определить необходимый размер, потому что окно нестандартной формы. Каркас будет из реек прямоугольной формы, нарезаю палки необходимого размера. Дальше все заготовки просто склеиваю, но здесь как никогда важна точность, чтобы окно было четко прямоугольной формы. Ориентируюсь на разметку для этого на рабочем столе. Дальше в этот каркас устанавливаю балконную дверь, сделанную из реек потолще. Как и полагается, нижняя часть двери будет деревянной, отделяю ее рейкой от окна. И отдельными деталями в этот оконный проем сделал рамы. После установки прохожусь по всем углам и стыкам жидко разбавленным клеем ПВА. Вот такое окно получилось. И есть один очень простой способ, как изготовить мебель, но он подходит только для мебели закрытого типа. Из пеноплекса вырезаю прямоугольник. Тщательно намазываю его клеем, чтобы была покрыта вся поверхность. И приклеиваю на пеноплекс тонкий лист бальсы. Все это, конечно же, необходимо хорошенько прижать. Обклеив одну сторону, все лишние части обрезаю.
И заклеиваю деревом все оставшиеся грани, чтобы получился вот такой вот деревянный куб. Наверх приклеиваю лист потолще, чтобы он с краев слегка выпирал. Круглую палочку затачиваю, чтобы она была острой, делаю 4 вот такие детали, это будут ножки. Делаю отверстия по диаметру этих ножек и просто втыкаю их в пеноплекс. Выравниваю их относительно друг друга, просто прижав к поверхности, и фиксирую все клеем. Разумеется, кругляшка, чтобы ручка, и вот такая получается тумба. Из листового пластика толщиной 0,5 мм вырезаю стекла, просто приложив их к раме и обрезав ножом. Дверь, ведущая в коридор, будет из 2 створок, и оформляю ее с помощью вот таких тонких реек, создавая такой классический рисунок. После того, как эти рейки тщательно приклеились, обрабатываю их наждачной бумагой, скругляя и как бы объединяя их в одну деталь вместе с самой дверью. Входная дверь будет сделана просто в виде накладки, состоит она из листа и рамки вокруг него. Для того, чтобы изобразить детали на ней, не стал придумывать ничего сверхъестественного, замок сделал из дерева и повесил цепочку. Чтобы ее закрепить на двери, делаю в ней петлю из обычной проволоки. Просверливаю отверстие в дверном косяке и устанавливаю ее туда. И, конечно же, просверливаю глазок. Вот такая получается дверь. Из дерева осталось изготовить самые мелочи, но они очень важны. Делаю отверстие и вот такие 2 детали изготавливаю. Приклеиваю их к рейке, чтобы получилось вот так. Это будет гардина. В круглой палочке делаю много отверстий тонким сверлом. Прям очень много. Беру вот такой вот сорняк и отламываю от него маленькие ветки. И эти ветки вклеиваю в заготовленные отверстия, в нижнюю часть ветки покрупнее и наверх ветки поменьше. Подстригаю лишнее, чтобы елочка была красивой и ровной. Итого, стул, 2 табуретки, еще 2 стула, стол поменьше, большой стол, большая кровать, большой шкаф, маленькая тумба, входная дверь, двери, ведущие в коридор, и оконная рама. С помощью наждачной губки убираю недочеты с мебели, и на этом можно сказать, вот оно. Делаю уголок из картона, и в этот уголок расставляю абсолютно всю мебель, вплоть до табуреток. Это первая примерка, она необходима мне для того, чтобы определить проем в коридор. И непосредственно размеры этого коридора, а также размеры стен комнаты, и спозиционировать это, чтобы был вот такой вид на коридор из комнаты. Размеры получились вот такими. Работа с деревом на этом только начинается, дальше идут рейки покрупнее. В качестве основы под комнату будут рейки 60 на 10 и понадобятся вот такие тонкие рейки. Обрезав их до необходимого размера, составляю пол комнаты. Рейки потолще идут вниз и сверху их накрываю тонкими рейками, чтобы получился как бы такой поддон, скрепляя все это не гвоздями, а строительным степлером. Потому что, используя гвозди, эти тонкие рейки могут треснуть, а так все будет и быстро, и надежно. После прохожусь молотком, чтобы забить торчащие скобы, и получаются вот таких 2 пола для коридора и комнаты.
Красить в базовый цвет мебель я решил из баллона, чтобы она как можно меньше контактировала с водой. Цвета выбираю соответствующие от темно-коричневого до охры. Сейчас финальный черный глянцевый цвет имеет только стулья, вся мебель изменится после интересного способа ручной покраски. Основа под елочку, разумеется, темно-коричневая и белые двери. Для елочки беру клей в баллоне и флок размером 5 мм. Также мне понадобится флокатор, в который этот флок я и засыпаю. Достаточно обильно распыляю клей на елку в пару слоев и наношу на нее иголки. Получается вот такой колючий комок. Детали из пеноплекса перед покраской грунтую в темно-темно-красный цвет. И сами они будут красного цвета, так как поверхность очень шершавая, я ее предварительно смочил, чтобы краска наносилась лучше. В оранжево-коричневый цвет покрасил мягкую часть кровати. Вот что у меня получается. Махристые. Полупрозрачными, полуглянцевыми, темно-коричневыми оттенками буду красить мебель. Для нанесения использую широкую синтетическую кисть, нанося краску так, чтобы она оставляла полосы, даже можно нарисовать какой-нибудь узор. Шкаф будет темного кофейного цвета, для начала просто покрываю его тонким слоем и уже после этого рисую полосы. После высыхания краски слегка стачиваю края, чтобы они стали светлыми. Это немножко мебель состарит, но она будет выглядеть гораздо лучше. И используя вот такой метод покраски, чтобы оставались характерные линии на мебели, можно добиться прям очень крутого рисунка, супер реалистичного. С дверьми все просто. После покраски в белый наношу немного светло-серого, чтобы сделать тени на них. Входная дверь будет неопределенного цвета, наношу светло-коричневый и темно-коричневые полосы на нее и после растушевываю все это жесткой кистью. И вот сейчас можно приклеить мягкие части к стульям. Вот такой вид имеет мебель после покраски. Уже достаточно классно, но по сути это только начало. Теперь беру толстую фольгу. Толщина очень важна. Вырезаю кусок и полностью покрываю фольгой стол, чтобы она повторила в точности его черты. И также в фольгу заворачиваю кровать. Буду использовать обычную хлопчатобумажную ткань. Для начала вырезаю из нее прямоугольник, это будет скатерть. Смачиваю ее водой, чтобы она была более податливой, и накрываю стол. Клей ПВА я в значительной степени разбавляю с обычной водой, чтобы получилась, по сути, вода белого цвета с клеем. И этой жидкостью я полностью пропитываю всю скатерть. Мне понадобятся рыболовные грузы с крючками. Эти крючки я зацепляю на край ткани, чтобы она реалистично свисала вниз. Одеяло будет вот таким махровым, это просто обычная тряпка. Вырезав кусок необходимого размера и сложив его, красиво покрываю клеем также. А вот из такой прозрачной ткани буду делать тюль для окна. Беру заранее изготовленную гардину и золотой такой античный цвет. И гардину крашу в него. Дальше накручиваю проволоку на круглую палочку, чтобы получилась вот такая пружинка. Эту пружинку разделяю на колечки и колечки накидываю на гардину.
Теперь срезаю крепление и вставляю в него перекладину. Колечки несут просто декоративную функцию, а закрепляют тюль к гордине с помощью проволоки. Так получилось сделать правильную форму для нее. Ту же самую хлопчато-бумажную ткань буду использовать для пола. Вырезаю из нее 2 куска необходимых размеров под коридор и комнату. И пол будет состоять из нескольких слоев. Сначала будет картон, потом пенокартон и уже после этого ткань. Картон к дереву буду приклеивать с помощью обычного ПВА. Эту конструкцию необходимо выдержать в прижатом положении целые сутки. После высыхания клея снимаю все грузы и отрываю скатерть от фольги. И чтобы она была белоснежной, крашу в белый цвет. Дальше на картон наношу уже универсальный клей и ровно распределяю его по поверхности. Приклеиваю на него пенокартон. Вот такой жесткой получилась скатерть. Также на ПВА приклеиваю ее к столу. И края я оставил слегка ворсистыми, чтобы было видно, что это ткань, а не пластмасска. Таким же образом поступаю и с одеялом. Оно будет зеленого цвета, нанес на него немножко теней и кладу на кровать вот такую подушку. Я ее заказал там же, где и все остальные материалы. Помимо книг и посуды у меня очень много всего. И на этом этапе все вот эти штуки начинаю приклеивать к мебели. Елочку откусываю от основания и, сделав под нее подставку из реек, приклеиваю к журнальному столику. Из ваты под елкой делаю снег. Так всегда раньше делали, большой моток разматывали и под елку, и красиво. На шкаф сверху приклеиваю чемодан, а на полке кладу книги. Кроме них будет вот такой очень красивый сервиз. Для начала посуду я склеиваю между собой и после этого ставлю ее на полку. Бутылочку, разумеется, детского шампанского и ножи с вилками. Они, кстати, прям металлические. Я был удивлен. Все это можно за Копейкино найти на Алиэкспресс. Пенокартон обильно так покрываю клеем ПВА и накидываю на него ткань. И растягиваю ее по поверхности, чтобы не было складок. Это цветная пластика или полимерная глина. Катаю из нее колбаску и нарезаю ее на кругляшки. Эти кругляшки дальше укладываю на фольгу. Из вот такого светло-желтого, маслянистого, нежного такого цвета делаю пластинки. Это будет сыр. Дальше раскатываю тонкую палочку зеленого цвета и очень мелко ее шинкую. И также шинкую другие цвета. По идее, это должно было получиться оливье. По крайней мере, я так задумывал. Высыпаю его в самую большую тарелку. И фиксирую специальным фиксатором для салата. Также на столе будет типа крабовый. Скатываю несколько кругляшков и собираю их в пирамиду. Это, соответственно, мандарины. И делаю крупные кругляшки, насаживаю их на проволоку. Это будут елочные игрушки. В прозрачную акриловую смолу добавляю краску цвета слоновой кости, и это будет майонез. Вставляю ложку прям в салат, не перемешивая. Все эти заготовки в течение получаса я запек, чтобы еда отвердела, и раскладываю ее по тарелкам. Мандаринки крашу в ярко-оранжевый цвет и также кладу их на стол. Вот так-то уже, согласитесь, стол выглядит гораздо вкуснее. Беру серебристый и золотистый цвета и окунаю в них елочные игрушки, чтобы они прям получились такими красивыми. Они прям классные вышли. Серым цветом мышиного, так скажем, оттенка я покрываю ткань и в процессе использую как можно меньше воды, чтобы ткань не съежилась. Елочные игрушки к елке приклеиваю с помощью обычного клея ПВА, и я решил не вешать никакой мишуры, чтобы елка была как бы вот такой простой и настоящей. После первого слоя краски на пол наношу второй слой, более темный.
Для стен буду использовать рейки 1 на 2 сантиметра размером. Основной каркас будет сделан из них, и выглядит он вот таким образом. Аналогично и стена с дверью. Стены коридора решил сделать из пеноплекса, отрезал кусок и потом под углом сделал вот такой вот скос. Дальше склеиваю 3 стены между собой. Форма коридора будет в виде трапеции. Пустоты в стенах заполняю также пеноплексом, не полностью, чтобы после того, как я наклею на них пенокартон, он не продавливался. С двух сторон приклеиваю его на ту стену, где будет дверной проем, а стену с проемом оконным обклеиваю с одной стороны с помощью вот такого плотного картона. После склеивания вырезаю оконный проем. Бам. Вот так стены выглядят изнутри. Все проемы крашу в белый цвет. Стены коридора полностью покрываю таким светло-пастельно-лаймовым оттенком, а вот со стенами в комнате все гораздо сложнее. Я не смог подобрать сразу цвет, поэтому начал со светло-бирюзово-голубого оттенка и переходил к более темным, покрывая все это слой за слоем. В итоге остановился на вот таком цвете. Беру малярную ленту шириной в сантиметр и ей полностью обклеиваю стены коридора, чтобы он был в полоску. И с помощью аэрографа наношу второй цвет на стены коридора. Это зелено-коричневый. Этот цвет постарался нанести полупрозрачным, не слишком насыщенным, чтобы оставались пробелы. В итоге получилось вот так. Теперь стены коридора можно приклеить к основанию и вклеить дверь. И еще поставить тумбу в коридор. Окно, соответственно, устанавливаю на свое место, делаю подоконник из пенокартона, вставляю стекла, снимаю с них сначала пленку и потом устанавливаю. Возвожу стены комнаты, приклеиваю их к полу и еще склеиваю их между собой. Дальше расставляю всю мебель на свои места. На данный момент это самая большая моя работа. Общая длина обеих локаций составляет целых 104 сантиметра. Коридор здесь служит в большей степени для фона вида из комнаты. Надеюсь, у меня получилось сделать все это уютным. Постарался проработать, найти очень много деталей, что-то сделать самому. Спасибо вам за внимание. Обязательно пишите в комментариях, как вам вот это все. В описании все нужные ссылки. Желаю вам счастливых всех новых годов, которые вообще будут. И до новых встреч. Скоро, очень скоро увидимся. Я еще тут.